Всем доброго времени суток и добро пожаловать на канал Honest Games. Хорошо ли вам знакома игра Disciples 2? Нет, я сейчас спрашиваю не о том, знаете ли вы на зубок характеристики основных юнитов, места на картах, где хранятся самые вкусные артефакты, и даже не о том, насколько хорошо вы знаете сюжет и игровой лор. Сейчас речь пойдет про закулисье, темную область игры, куда доступ имеет не каждый. И в этом потаенном мире игровых таблиц и заархивированных файлов сокрыто много секретов. Сегодня вы узнаете, о чем как минимум задумывались создатели Disciples 2 Strategy First, когда разрабатывали свою игру. В своем ролике я буду ссылаться на игровые файлы Disciples 2 Восстание эльфов версии 3.01. И если вам самим захочется проверить содержимое таблиц и архивов, дабы удостовериться в том, что сказанное мною правда, рекомендую к просмотру обучающие видео по моддингу D2. Ссылки на них будут в подсказке вот здесь. А мы начинаем. В файле под названием TPlayer есть 12 записей. 8 из них заполнены одинаково. В поле текст M написано, описание расы отсутствует. Но остальные хранят истории лордов разных фракций. Например, первая запись гласит: в молодости этот могущественный лорд сумел в одиночку выстоять против целой армии чудовищ из ада и в конце концов победил их, запечатав врата, извергающие эти полчища. После этого он стал верховным правителем своего королевства. Здесь, скорее всего, идет речь об одном из людских лордов, возможно, о полководце империи, чей портрет лично у меня ассоциируется с перерисованным паладином. Судя по всему, каждому стандартному имени лорда должна была подбираться краткая биография из этого файла, прочитать которую можно было бы, например, в окне дипломатии. Этот вывод я сделал, основываясь на вот этой биографии. По умолчанию значение поля Verified у всех записей False, что говорит нам о том, что эти данные нигде не задействованы. Однако, изменив логическое отрицание на True, мы также не получим никакого результата. Я запускал игру несколько раз и начинал играть случайные карты, но нигде не находил этих описаний, в том числе в меню дипломатии. Увы, мы скорее всего никогда не узнаем, как именно должны были работать эти биографии. Но несмотря на то, что описания из этого файла не встречаются в самой игре, их смело можно считать каноничными и полностью лорными. Например, упомянут красный дракон Арфурузоном и некий инквизитор Воргелом. Так что советую картоделам обратить свое внимание на данные сведения. Кто знает, может быть, вам захочется рассказать в своей саге историю одного из этих лордов. Если обратиться к файлу L-Action, в котором хранятся поясняющие записи о возможных действиях воров, можно заметить уже привычные нам воровство, подлог письма, убийство, но тут также присутствуют три отключенных строки: L-Unrest, L-Mutiny, L-Ripe. Если мы попробуем перевести их, то получим нечто вроде смута, бунт и взятка. Не вполне ясно, что могут означать первые две отключенные опции. Возможно, предводителю гильдии воров хотели дать возможность подстрекать к мятежу не только города, но и отдельные отряды. Что же касается взятки, возможно, за плату вор мог заставить вражеский отряд какое-то время бездействовать или вовсе сменить сюзерена. Если это действительно так и задумывалось, то более чем понятно, по какой причине эти фичи были вырезаны из игры. Подобные действия хоть и сильно расширяют игровые возможности, но вносят катастрофический дисбаланс в геймплей. Хотя, быть может, сама возможность существования подобных читерских действий со стороны вражеских воров могла породить тот самый артефакт под названием Тиара Чистоты, а также заклинание и одноименный перк Неподкупность.
С такой вещью, как тип поведения ИИ, сталкивались, я полагаю, только те, кто использовал Scene-Edit, как минимум для просмотра карт. Если нажать на свойства столицы, то там есть поле, которое так и называется тип ИИ. В нем можно было выбрать базовую модель поведения для искусственного интеллекта, основываясь на размерах карты и уровне агрессивности компьютера. Если мы откроем файл LIAD, то увидим все те же алгоритмы поведения ИИ. Но здесь есть и тот, что отключен. Его нет в игровом редакторе. Он называется LAI Psychopath. Думаю, трудностей с переводом возникнуть не должно. Страшно представить, какую дичь творили бы боты, если бы этот режим был доступен в релизной версии. Возможно, это самая агрессивная модель поведения для ИИ, при которой компьютер атакует все без разбора, не оценивая степень угрозы. Нечто подобное на самом деле есть и в оригинале. Думаю, вы хоть раз разоряли столицу врага, когда проходили кампанию или сценарий. После потери своего главного города все оставшиеся отряды под руководством компьютера автоматически переходят в режим берсерка и атакуют ближайшую цель. Возможно, изначально такой тип поведения ИИ хотели ввести игру в качестве одного из дефолтных, но от этой идеи отказались, из-за того, что отряды компа, скорее всего, будут тупо сливаться об сильных нейтралов. Но опять же, это всего лишь догадка. А как там на самом деле планировалось, этого мы уже не узнаем. В игре есть больше дюжины всеразличных типов предметов, начиная от артефактов и заканчивая магическими свитками. Но вот чего среди них точно нет, так это монет. И я сейчас говорю не о чеканной монете. Нет, Лютик, уходи. В файле lmag.item перечислены все типы предметов. Суммарно их должно было быть 14, однако по итогу мы имеем только 13, так как запись lcoin выключена. Странно, что в самой игре в разделе особых предметов присутствует итем «Блестящая монета». Возможно, изначально она должна была иметь принадлежность как раз к этому типу, lcoin, и выполнять какую-то особую функцию. Если честно, я не помню, в каком именно задании используется этот предмет. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Так или иначе, какой цели должны были служить монеты, являлись ли они аналогом золота для торговли или выполняли роль мини-артефактов, мы так этого и не узнаем. Трудно представить хотя бы одну карту в Disciples 2 без магазина. Сколько воров повесили из-за того, что вы, будучи жадным вельможей, не захотели купить эликсир жизни за full прайс? А ведь у них тоже есть чувства. Я тебе не раб. Так вот, к чему я это? Какие типы посещаемых мест вам знакомы, кроме лавки? Башня магии, лагерь наемников и тренер, верно? Но изначально, исходя из данных в табличке L-Site, планировалось еще 3 места, которые игрок мог посетить. Это L-Sage, L-Obelisk и еще один L-Trainer. L-Trainer, да, of course, absolutely. И вообще, здесь у меня сразу начали маячить перед глазами жирные отсылки к серии Heroes of Might and Magic. Ну, смотрите сами. L-Sage — это, скорее всего, мудрец. В героях была хижина ведьмы, которая давала лидеру дополнительный навык. Но поскольку в суровом мире Невендара бесплатно тебе могут разве что крестик после кончины установить, в обиталище мудреца навыки, скорее всего, продавались бы, как те же предметы в лавке. И в зависимости от того, на каком уровне можно взять тот или иной навык, варьировалась бы цена. Это мои догадки относительно первого типа. Теперь поговорим об обелиске. В тех же героях столбы давали опыт, либо указывали на место, где должен был быть спрятан артефакт, слеза Асхи или Грааль. Так вот, что давали бы эти алтари в Disciples 2? Честно говоря, тут я теряюсь в догадках. Но не могли же они просто по аналогии с героями давать опыт на халяву? Не, в Невендаре так не работает, здесь за все нужно платить. Да и факт того, что этот тип объектов находится в списке мест посещения, в которых так или иначе надо отдавать золото за услугу, говорит о том, что здесь должна была быть аналогичная ситуация. Пишите свои варианты в комментариях, какой функционал мог бы иметь обелиск. Интересно будет почитать ваши предположения. И второй тренер. Зачем в файле дублируется тип L-Trainer, непонятно. Могу предположить, что изначально планировалось сделать 2 тренировочных площадки. Одну для юнитов солдат,
другую для лидеров отрядов. Но так ли это, неизвестно, и до правды мы уже не докопаемся. У вас наверняка не раз бывало такое, что отряд терял своего лидера. На глобальной карте такая ситуация отмечалась маленьким значочком с черепом и белым флагом внизу отряда. Что если я скажу, что в игре есть полноценная модель, которая изображает разгромленный отряд? Используя утилиту Disciples 2 Resource Explorer, можно просматривать файлы в игровых архивах. Нас интересует папка Images. В ней хранится почти весь визуал игры, не считая некоторых элементов интерфейса. Ищем архив ISO Unit FF. В нем находятся все возможные анимации юнитов лидеров на глобальной карте. Открываем список Animap Structure Data. Здесь лежат уже собранные из фреймов GIF спрайты. Нажимаем на вот эту анимацию с индексом 16 и видим спрайт, который нигде игрой не используется. Анимация, на которой изображены двое отступающих людей с поднятым флагом. Скорее всего, именно такая анимация проигрывалась бы, если бы игрок терял лидера отряда. Не знаю, почему от нее отказались, ведь смотрится она довольно аутентично, но Strategy First вырезали ее из игры. Хотя при помощи нехитрых манипуляций ее можно вернуть в игру, но она не будет выполнять свою предполагаемую функцию и не заменит собой спрайт отряда, который лишился лидера. Вот такие вот секреты хранит от игроков Disciples 2. Конечно, это далеко не весь недоступный контент. Если внимательно прошерстить игровые таблицы и архивы, можно найти куда больше отключенных записей и неиспользованных ресурсов. Однако я привел лишь те примеры, где трактовка первоначальной задумки была возможна хотя бы в приближенной форме. Обязательно пишите в комментариях, знали ли вы о том, что я рассказал, или хотя бы догадывались, что игра могла иметь немного иной облик. Также попрошу не жалеть лайки и подписываться на канал. То, что я больше не стримлю Disciples, не означает, что по нему не будет контента. А с вами был Honest. Всем удачи и пока!